как вы считаете, сколько времени нужно встречаться с девушкой до свадьбы? До свадьбы, не знаю, месяцев 7-8. Ну, это так, на скидочку. Ваше мнение? На самом деле разные. Может быть, хоть 2 месяца, хоть года, то есть по-разному. То есть это не зависит от этого. То есть если ты чувствуешь, и то, что человек это твой, то есть твоя половина, это же этот человек, то можно и раньше, на самом деле. То есть зависит от того, как ты относишься к человеку, а он к тебе. То есть если вы нашли друг друга, то все уже можно хоть через 2 месяца, хоть позже. То есть просто надо быть готовым к этому. Даже 2 месяца, да? Можно через 2 месяца. Есть люди, да, которые через 2 месяца начинали и живут до сих пор, то есть вместе в браке. То есть слышал вот историю, то есть смотря по видео, то что мужчина и женщина поженились через 2 месяца отношений и живут уже 45 лет в браке. То есть до сих пор вот дальше так продолжают. То есть по-разному бывает. Ребята, сколько нужно встречаться до свадьбы? Ну, не знаю. Где-то год, может, 2. Ну, если тебе 18. И все. Ну, то есть год достаточно, да? Ну да. А что для этого нужно? Почему год? Почему не 1 день? Ну, это слишком мало знакомый человек. Вот. Да, без разницы сколько, главное, чтобы люди подходили друг к другу. Ага. А вот у вас сколько было? У нас было года 1,5, наверное. Вот срок прям большой, да. Ну да, надо же проверить себя. Спасибо большое. Вам всегда отношений до свадьбы. Господи боже, да у всех по-разному. А? Всех А по-разному. как у вас было? У меня Да. не как у всех. Никак. Когда у меня спрашивали, ну вот что ты, ну в то время, мне 67, в то время вот как ты на танцы не ходишь, вот где ты там вот познакомишься, я говорю, счастье придет, на печке найдет. Ну тебя, говорит, где, на какой печке, слушайте. Работаю. Неожиданно, значит, человек, у которого вот, ну, как бы сказать, он не должен был бы приходить, но так случилось, что вот у него какой-то вот такой вот был пересменок, и он пришел, мы познакомились. Вот сегодня познакомились, через 3 дня поженились, 20 лет прожили. Ого! Вот я вам говорю. Сразу подали заявление, вот так вот как-то. Вот как? Так что у всех по-разному, всех по-разному. Ну, отношения, наверное, надо проверять. Но вот на себя ориентируйтесь. Как вот вы, если у вас есть интуиция, а если нет интуиции? Что тогда? Что надо включать? Мозги. Если они развиты. Ну ладно, всего доброго. Вам всем благ. Ну, не знаю, я думаю, минимум года 3. О, года 3? Минимум, да. А почему так долго? Ну, за 3 года, я думаю, произойдет много всяких обстоятельств, которые подтвердят, может, как-то необходимость дальнейшего развития отношений, может, нет. Ну, пожить надо, притереться. Вообще слышу, что 4 года люди в браке либо женятся, либо расходятся. К свадьбе. Да я не знаю, сколько должно времени пройти. Ну, у вас сколько прошло? Уже не помню даже. Нет, до свадьбы. Ой, я не знаю, это в зависимости от, ну, у каждого индивидуально, я думаю. Ну, в принципе, полгода бывает достаточно. Да? Да. А почему так мало или много? Это мало или много вообще? Ну, и не мало, и не много, в принципе, такое среднее значение. Нормально. Можно, в принципе, понять, что за человек с тобой рядом, и, как сказать, притереться друг к другу, в принципе. У Ну, нас год прошел. У вас год прошел? То есть вам хватило года, чтобы узнать, да, друг друга? Да. да. Так что... А так у всех по-разному, может месяц, может 2. И всё. Да, можно 5 лет встречаться и не пожениться. Тоже верно. А от чего это зависит, вы как думаете? Да, не знаю, ну, как бы. Если с человеком встречаешься, видишь, что все, ну, готов с ним сегодня, тогда, конечно, в ЗАГС идешь. Вам спасибо большое. Да, это- не за что. У всех по-разному. У некоторых очень быстро, но на всю жизнь. У других долго тянутся, нудно. И тут же разбегаются. Поэтому тут никак не угадаешь. Я вот считаю, что не знаю даже,
должны как-то, наверное, я не знаю, может быть, Господу Богу давно этим заняться, сводить пары, потому что он, наверное, не ошибется. До свадьбы. Вы не представляете, что мы сейчас обсуждаем? Я просто ведущая свадеб. Да. Ну, Нас сколько куда-то нужно? будет показывать? Я не знаю. Вот какая Наверное, статистика? все как-то индивидуально. Вот у вас сколько было? У меня до свадьбы в 3 этапа прошло. Знакомство, встречи и до свадьбы. А это год, 2, месяц, день? Ну, в течение 1,5 лет. Ага. Ну, то есть это достаточный срок, чтобы узнать друг друга. Да? Да, вполне. У вас ответ, может быть, у вас какая-то статистика есть? Статистики нет, потому что есть очень много пар, которые через 7 лет женятся. Я считаю, это ужасающе. Я считаю, что год. Год достаточно, да? Да. До свадьбы. Я так не могу вам ответить, но у нас год до свадьбы. А, год у вас, да? Да. А что для этого необходимо, чтобы вот ощутить, что да? Да, это можно и через месяц замуж выйти, если это твое, да. А был у вас какие-то знакомые вот такие, что через месяц? Через полгода, да, были такие знакомые. И как у них? Все хорошо. Да, все хорошо? Да. Благодарю вас. Спасибо. Да. До свадьбы. Не знаю, зависит от людей. То же самое. До свадьбы. Ой, у каждого по-своему, я не знаю. А у вас как было? У меня... Не помню. Ну, месяцев 8, не больше. Надо встречаться до свадьбы. До свадьбы? Ну, я не знаю, наверное, примерно год хотя бы узнать друг друга. А как у вас было? У нас очень давно было. Ну, можно вспомнить. Ну, где-то, наверное, год встречались. около года встречались. год Да, встречались. где-то так примерно. Влюблялись, да. Год нужен. Потому что, Узнать, вот что честно, было. если сказать, до свадьбы все хорошо. А как только свадьба прошла, начинается друг друга. Пока не уступаешь, руганью начинается. Почему люди разводятся? 2-3 года и все, разводятся, убегают. Вот такая ерунда. А сколько у вас был момент паритирки, так сказать? А ты знаешь, сколько было? Дай И бог, если ругались, все всё нормально, было, всё было. лет 5 И примерно дрались такая даже. ерунда была. А потом уже друг другу уступать стали, и все нормально стало. Да. Все. Уступать Один начнет надо ругаться, друг другу. второй успокаивается. Все. Или другой ругается, третий успокаивается, уходит. Уважать И всё. друг На друга этом надо. завязали. Вот самый важный вопрос, в чем секрет успешных отношений? Да, да. Это Уважение друг к другу. Да, уважение друг к другу.